По-моему, что-то пошло не так. Для 125-го патрона такой диаметр заготовки уже критичен. Зажимать его сильно нельзя. Кулачки будут стоять на пределе, поэтому все нужно делать очень аккуратно. Либо воспользоваться обратными кулачками. Но в моем случае будут зажимать только вот эти вот пятачки. Это на большом вылете 60 мм, тоже ничего хорошего. В подобных видео обычно же все так показывается. Проточил, перевернул, проточил, перевернул. Но на самом деле эту деталь я предварительно охладил, поместив банально в снег до температуры примерно патрона, чтобы впоследствии у меня затяжка ни в коем случае не ослабла. То я собираюсь проточить и внешний, и внутренний диаметры за одну установку. Ну а для исключительного случая, если все-таки что-то пойдет не так и придется будет перезажимать деталь, поставил отметку 0. Не лишним будет проверить после таких нагруженных операций, как сверление, биение на внешней части. Ну, сотка, значит, скорее всего, ничего не ушло. В очередной раз пришлось выдумывать спецрезец. Вот такое сверло и державка у меня уже была изготовлена ранее. Это просто кругляк, приваренный к квадрату. Нужно это все, чтобы добраться вот до этого конуса, который и зажимает саму цангу, вдавливает ее внутрь. При этом здесь еще есть канавка и эксцентричное отверстие, что самое интересное. Делать все это приходится в таких условиях, что даже глазом-то ничего не увидеть, не говоря уж о том, чтобы все это снимать. Так что вам придется в большинстве поверить мне на слово. Диаметр вот этой проточки соответствует
внешнему диаметру патрона обычного под КМ3. То есть, в принципе, я бы мог не заморачиваться и не точить эту гайку, а все-таки использовать стандартную. И такой вариант у меня сохраняется до сих пор. Если я сточу эту резьбу и нарежу здесь резьбу вот такую. М40 получается, а здесь М42. Шаг совпадает. То есть, если даже после проточки останутся какие-то углубления от резьбы, можно тем же шагом попасть и нарезать М40. И сделать это даже дальше. То есть удлинить резьбу. Так как второй гайки у меня такой нет. А сколько она стоит? Обычно в районе от 600 до 1000 рублей. То есть это все равно не дешево. Но как запасной вариант. Замерил расстояние. Плюс замерил диаметр этого отверстия. И получается, что смещение равно 1 мм. Что ж, проверим. Подставил под один кулачок пластинки. Да, я в курсе, что эксцентриситет по сути находится не так. Но что-то мне подсказывает, что здесь все это примерно. Вот так и делаются косяки. Пластинки-то я еще не убрал. Но заодно увидите, на каком станке, в каком состоянии я все это умудряюсь делать. Ноль здесь, 0 здесь. Для каретки, в принципе, не важно. Длина конусной части всего 6 мм. Существует значительная вероятность, что кто-то из зрителей данного ролика до сих пор не понимает, как устроены эти цанги, для чего я маялся с этим пояском. Я сделал очень примерное вот такое отверстие в бумаге. Это у нас будет поясок. Так вот, диаметр этого пояска в гайке примерно на полмиллиметра всего лишь меньше, чем диаметр вот этой цанги. При установке в этот поясок цанга немного сжимается, ее можно сжать прямо руками. Вот видите? Как раз на те самые полмиллиметра с диаметра. То есть цанга вставляется вот в этот поясок, который в данном случае играет роль бумага. То есть он вот так вот прямо защелкивается, бумага, естественно, делается, и он у нас смещен относительно центра. Соответственно, вот этим смещением при откручивании гайки он плавно вытягивает цангу. Без каких-либо ударов, без усилия равного всей площади вытягивания вот этой цанги. Ну а тем временем переходим на фрезерный станок. Конечно же, актуальность отметки 0 сразу же теряется, патрон другой. Поэтому следует обязательно откатывать деталь в этом патроне. Начал фрезеровать пазы гайки. Один уже почти готов. Тут в принципе все просто. Поворотный стол. Передаточное отношение червяка данного стола равняется 1 к 90. Мне нужно поделить на 6 частей. То есть я просто делаю маховиком по 15 оборотов. Делительные диски все так же валяются в углу. Фреза у меня удлиненная. Повезло, что нашлась хотя бы одна шестерка, и она оказалась удлиненной, и именно она мне пригодилась. И крайне желательно все же делать отверстие предварительное. У меня здесь есть углубление, канавка, но она не полная, и очень трудно углубиться. Снимаю по миллиметру, станок вообще не напрягается.
Еще один забавный нюанс. Вот это положение стола является минимальным. То есть я прям в упор упираюсь, и как раз вот здесь где-то несколько десяток всего разница с расстоянием на оригинальной гайке. Так что даже вот на таком бутерброде при желании можно что-то доделать. Конечно же, не особо крупное. Получается 1,5 миллиметра. Поискал в запасе вот такую вот старую замученную фрезу. Она уже сточена под определенным углом, и все-таки хочу попробовать сделать здесь фаски, как сделано на оригинальной гайке. Казалось бы, в столь простой операции, но почему-то хвостовик оказывается вот такого размера. А цанги ER, как известно, способны зажимать диапазон до миллиметра, причем только в меньшую сторону. Очень хотел заворонить, но пока так и не решился. Так что можете высказать свое мнение, стоит ли это делать. Наконец-то вот эти вот все мои переходнички отправятся куда-нибудь подальше. Возможно, оно того и не стоило, но, как мне написали в предыдущем видео, я все-таки приготовил. Еще одну гайку, была вот такая, стала вот такая. Ну, вот так выглядит в сравнении со стандартной гайкой ER32. Диаметр у этой гайки я чуть увеличил. Ключ при этом садится нормально. Ключ у меня 55-60 советский. Цанга вставляется. Даже чуть увлекся торцеванием. Торцевал в ноль. И что самое главное, удерживается. Но большего на данном этапе мне и не нужно. Спасибо за просмотр. До свидания. Справедливости ради хочу отметить, что далеко не все получилось так прямо вот идеально, как хотелось бы. Во-первых, немножко снимал уже прямо здесь на фрезерном станке. Дальше канавку для выхода инструмента, чтобы гайка начала уходить глубже. Вот до сюда она начала уходить. Но при всем этом цанга, конечно, отрабатывает свой миллиметр зажима. Она при этом
не зажимается, не сжимается полностью. Протачивал я, просто зажав резец в тиски. Проточки оказалось достаточно, но цанга, видимо, начала упираться своим торцом в непроточенную часть патрона, вот там вот в глубине. И я думаю, что история на этом еще не закончена.